Мы являемся инвестиционной платформой без СМС-регистрации. Чем вы занимаетесь? Мы ищем людей, которые сами уже хотят проинвестировать, например, в коммерческую недвижимость. Чего вы достигли вот к текущему моменту? Мы сейчас глубоко убыточные, и это нормально, так и должно быть. Большинство людей думают совершенно по-другому. А вот я думаю именно так же. Что если завтра цены вырастут в 2 раза, я готов вложить 1 000 000 рублей, но я инвестор не богат. Вы уже зарабатываете деньги? Больше цены, больше выручка, больше аренда. Не буду продавать, я лучше себе оставлю. Завтра продам в 2 раза дороже. А теперь ты еще на 50% времени будешь мне агентские схемы реализовывать. Вроде же тоже продажи, да? Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Алексей Белов, и канал «Открытый бизнес». Канал о предпринимателях и для предпринимателей. В моем последнем интервью, которое вы можете найти по ссылочке внизу, мы общались с Артемом Цагоевым на тему пассивных инвестиций. И одна из тем, про которую рассказывал Артем, это инвестиционные платформы. После этого мне стало интересно, что же это такое. И я стал копать глубже и нашел контакт Никиты. И мы познакомились с Никитой. Никита – основатель и генеральный директор компании Simple Estate, как раз которая является этой инвестиционной платформой, о котором подробнее мы узнаем сейчас от самого Никиты, что же это такое, да? Поэтому, Никит, первое, что я хочу тебя спросить, расскажи, пожалуйста, про свою компанию, чем вы занимаетесь, какие услуги вы оказываете, ну и какие-то там, дай какие-то данные, цифры, да, чего вы достигли вот к текущему моменту. Ну, как ты правильно сказал, мы являемся инвестиционной платформой. Мы, если полностью, то инвестиционная платформа именно коммерческой недвижимости. То есть мы позволяем людям, частным инвесторам, как небольшим, так и крупным профессионалам, вкладывать деньги в профессионально отобранные объекты коммерческой недвижимости, которые мы находим, оцениваем, делаем глубокий анализ, проверяем юридически, технически, приобретаем и позволяем инвесторам купить долю в этих объектах, чтобы получать доход от аренды прежде всего, ну и также рост стоимости вместе со стоимостью самого объекта. Работаем мы порядка 3 лет. За это время у нас было 5 сделок на общую сумму более 600 миллионов рублей. Один объект мы продали, поэтому сейчас у нас под управлением 4 объекта на 500 миллиарда рублей. Средняя доходность, на которую мы ориентируемся и ориентируем инвесторов, это от 10 до 20% годовых, общей с учетом роста стоимости, и порядка 8-10% дивидендной доходности. В основном смотрим объекты стрит-ритейла, преимущественно супермаркетами, как такая тихая гавань, спокойный сегмент, антикризисный, особенно что важно сейчас для российских инвесторов. Супермаркеты, которые платят стабильно аренду, которые продают продукты питания, которые нужны в любой ситуации, и в кризис, и на экономическом подъеме. И вот суммарно за 3 года работы доходность инвесторов, которые заходили от самого первого нашего объекта и до последнего, примерно около 20%, в зависимости от пропорции. То есть это уже, так сказать, фактический показатель? Да, это уже факт, Как вы знаете, я тоже занимаюсь инвестициями в недвижимость коммерческую, и именно в недвижимость под супермаркеты. Поэтому, когда я узнал о проекте Никиты, Simple Estate, я поподробнее изучил их сайт, получил какое-то предложение от них по меморандуму определенный, по новому объекту. И я посмотрел подход ребят к делу о том, как предоставлена информация для инвестора, какие аналитические исследования проведены, поэтому мне сразу захотелось познакомиться с Никитой. И, Никита, спасибо тебе, что ты так сразу активно, быстро откликнулся. Спасибо, что позвал. Давай теперь расскажи, все-таки, вот особенно, когда я как потенциальный инвестор, да, рассматриваю варианты инвестиций в какую-нибудь новую для меня историю, и тем более знакомлюсь с новой компанией, например, как Simple Estate, мне интересно знать немножко больше о бэкграунде. Да? То есть, откуда вы, почему ты стал заниматься этим, как вообще пришла идея создания этой инвестиционной платформы? Ну, я и по образованию, и по всей своей карьерной лестнице финансист, инвестор. То есть изначально работал в оценке бизнеса в международной компании. Основной инвестиционный опыт я получил, работая инвестиционным аналитиком в Goldman Sachs. Там мы работали как раз очень много с коммерческой недвижимостью в СНГ. Это были и торговые центры, и склады, и офисные объекты. То есть различные сегменты, закрывали несколько сделок. Вот на моей практике работал со сделками на
на общую сумму более 100 миллионов долларов. И там получил такую очень хорошую школу того, как в целом подходить к инвестициям, чем именно коммерческая недвижимость отличается, на что надо смотреть, какие-то подводные камни, какие-то тонкости. То есть основной у меня опыт именно оттуда. Потому что там, тот же Goldman Sachs, да, это один из крупнейших финансовых институтов в мире. На них равняются как бы весь мир, и подчеркнуть оттуда опыт – это очень ценно. После этого я также работал еще инвестиционным аналитиком в российском private equity фонде Эльбрус Капитал. Ну и вот после этого уже начал заниматься Simple Estate и решил, как бы моя основная задача – это переложить опыт работы у крупного институционального инвестора, который закрывает сделки там, на сотни миллионов долларов, и переложить этот опыт на сделки на сотни миллионов рублей и дать доступ к таким инвестициям частному инвестору. Потому что купить офисный центр за несколько миллиардов тяжело частному инвестору, да, мы делаем такие сделки среднего размера и делаем их доступными для обычного человека. Вот это, знаешь, вот это и, собственно, я думаю, не только меня подкупает, да, потому что действительно объекты коммерческой недвижимости под супермаркет, вот если брать рынок, с которыми там я уже сталкивался, какие объекты мы приобретали, даже если брать самый маленький сегмент, ну, то есть самые такие небольшие форматы, то все равно нужно обладать инвестициями 15, 20, 30 миллионов рублей, чтобы их приобретать. Если мы говорим про более крупные форматы, тем более там, про какой-нибудь там, центр Москвы, или, там, грубо говоря, про старую Москву, то понятно, что ценник поднимается уже там, и 100, и 200, и более сотен миллионов рублей. И объект может быть очень интересен, да, с точки зрения, даже если у тебя есть там, навыки, знания определенные, ты понимаешь, что здесь будет хорошее вложение, но такой суммы у тебя, как у инвестора, ее просто нет. И мне всегда вот интересовала как раз эта история, как бы поучаствовать в подобном проекте, но при этом вложить разумную для тебя, имеющуюся в наличии, да, какую-то сумму, которой ты готов был рисковать. Эта сумма была не такая большая, опять возвращаюсь к теме Артема Цагоева и портфеля инвестиций. Да. Важно ведь формировать портфель инвестиций, да, и если у тебя один объект в нем лежит на 80%, то особенно диверсифицировать тебе крайне сложно. Да, так неправильно делать. Когда у тебя есть, там, допустим, 20 миллионов рублей, и ты по 5 миллионов рублей разложил в 4 разных инвестиции, это гораздо более безопасная история, и поэтому тема инвестиционной платформы, как мне кажется, она довольно актуальна в России сейчас. То есть сейчас происходит перестроение, об этом мы сейчас поговорим с тобой, что происходит, да, и, наверное, вот плавно переходя к следующему моему вопросу, расскажи, пожалуйста, в принципе, вот этот рынок коллективных инвестиций, как он сейчас в России выглядит, какие игроки на рынке, да, может быть, какие размеры этого рынка, если знаешь, вот, что вообще вот, в российском сегменте происходит? Я даже, знаешь, с твоего позволения, может быть, начну с глобального рынка. Давай, что, да, опять же, мы, наверное. как и многие в России, не изобретали велосипед, мы просто взяли то, что работает хорошо в западных странах и адаптировали это для России. То есть в целом инвестиционные платформы, именно такие краудинвестинговые инвестиционные платформы недвижимости, они появились там в Америке, в Европе примерно 10 лет назад. У них там было определенное законодательство, которое позволило это сделать намного удобнее. И несмотря на то, что в Америке, там, в Европе, в развитых странах у них очень развиты рейты, то есть Real Estate Investment Trust, куда можно инвестировать через фондовый рынок, да, через купить биржу. акции, да, и владеть фондом, в котором там несколько крупных очень объектов недвижимости. Тем не менее, очень широкое распространение получили как раз инвестиционные платформы, которые специализируются на объектах среднего размера, которые слишком крупные для частного обычного инвестора, вот как ты правильно говоришь, да, далеко не каждый может купить объект за 100 миллионов рублей. Но вот объекты за 100 миллионов рублей, они слишком мелкие для каких-то крупных институционалов, которые инвестируют там миллиарды. Вот. И как раз вот эти вот инвестиционные платформы во всем мире, они этот сегмент хорошо покрывают и зарабатывают хорошую доходность, очень хорошо растут. Мы, соответственно, взяли эту же идею, адаптировали ее для России. В России нету рейтов, в России есть ПИФы. Они не так сильно распространены из-за в целом там и каких-то законодательных ограничений, и низкой финансовой грамотности людей. И мы сделали вот именно, как бы отстранились немножко от ПИФов, сделали вот классическую такую инвестиционную платформу, как это делается в Америке, в Европе. И фокусируемся на тех же самых объектах, такой middle market, слишком крупные для мелких инвесторов, но слишком мелкие для крупных.
В России по факту инвестиционной платформы именно коммерческой недвижимости мы являемся единственной, которая позволяет инвестировать именно в долю, не в займы выдавать, а в долю. Есть несколько именно инвестиционных платформ, которые позволяют выдавать займы под залог недвижимости, но это немножко другой уже бизнес. Ну, да. У нас такой рынок немножко... Если говорить там про, не знаю, конкурентов или компании, которые с нами можно сравнивать, во-первых, я бы, наверное, сразу оговорю, что неправильно называть их конкурентами, потому что рынок пока что очень маленький. Да. И все компании, которые на этом рынке работают, это больше наши партнеры, чем конкуренты, потому что если люди узнают в целом про этот рынок, идут, например, к другой какой-то компании, они в целом лучше относятся к коллективным инвестициям в недвижимость, и мы тем самым, как бы каждый из игроков развивает рынок в целом и увеличивает общий пирог. Очень нравится мне эта идея. Я вот тоже всегда говорю о том, что если ты будешь рассматривать своего конкурента как партнера, то ты не исключаешь, что ты можешь получить больше выгод, чем если ты будешь там пытаться демпинговать или что-то пытаться как-то в лобовую, грубо говоря, такую идти с ним борьбу, потому что это так или иначе связано с дополнительными затратами. Да. А когда рынок формируется, как в случае с этим сегментом привлечения коллективных инвестиций, то тем более, чем больше хороших и качественных проектов будет в этом рынке, тем больше действительно интереса у населения будет возникать к тому и доверие, да? Да. К тому, что это не просто какая-то компания рога и копыта. Тут есть уже состоявшиеся компании, которые понятно инвестируют, понятно имеют бэкграунд определенный, профильный, да, и постепенно, если несколько игроков в рынке есть, и людям будет проще, они смогут разложить свой, как раз создать свой портфель. Да, именно так. Это же тоже диверсификация. Да. Там Никите я выделю 5 миллионов рублей, и другим компаниям тоже какие-то выделю, чтобы чувствовать себя спокойно, что у меня разложены яйца по разным корзинам. Да, это абсолютно правильно. И тут еще важно сказать, что многие как бы, игроки разные, они специализируются на разных сегментах, и напрямую мы даже ни с кем особо-то и не конкурируем. То есть, если вот прям поименно называть, да, у нас есть компания «Актива», которая основана Оскаром Хартманом еще в 2015 году. Можно сказать, что они были такие пионеры этого рынка, вот именно современного рынка коллективных инвестиций в недвижимость. Они начали этот продукт делать еще во времена, когда не было инвестиционного бума. Тут последние годы там, Тинькофф, все БКС, закипело. Все куда-то инвестируют, и это такая, как говорится, хайповая тема. Да? Брокерских счетов было открыто за последние 2 года больше, чем их существовало за все предыдущие года. Вот, то есть они сделали как бы продукт, хороший продукт, давно работают, они фокусируются на торговых центрах. И у них как бы в этом есть хорошая экспертиза, как бы они, так скажем, я бы даже сказал, что они чем-то рынок обучили и подготовили его, что ли, для других участников рынка. Да, есть, например, с другой стороны компания, например, ПНК Rental, или есть компания Парус управления активами. Они работают через ПИФы, так же, как и Актива. Они сфокусируются на складах. То есть ПНК – это вообще крупнейший застройщик складов в России. Можно сказать, что он практически монополист этого рынка. И они сделали свой фонд коллективных инвестиций для инвестирования в склады. Поэтому как раз вот можно разные сегменты сложить. Мы фокусируемся больше на супермаркетах, поэтому для инвестора как раз разумным будет решением это не вкладывать там только, не знаю, в склады, только в стрит-ритейл или там только в торговый центр или в офис или еще куда-то. Можно инвестировать везде. По сегментам, по разным сегментам друг друга дополняют и развивают потенциальных инвесторов в плане этого продукта, повышают их квалификацию. И тут еще тоже в сегменты они же различаются не только по тому, как выглядит объект недвижимости, куда вы инвестируете, но и по рискам и драйверам роста. То есть, например, те же самые торговые центры, они достаточно хорошо растут во время экономического роста, когда люди больше тратят, растет товарооборот арендаторов, там обычно идет привязка к товарообороту, аренды к товарообороту, соответственно, можно много заработать. И наоборот, во времена, например, как сейчас, у крупных торговых центров у них есть проблемы, у средних они более-менее себя неплохо чувствуют. Склады до этого, вот до февральских событий, это был очень горячий сегмент, вакансия была в прошлом году меньше 1% в Москве, то есть все склады были практически заполнены, за исключением каких-то единиц. Арендные ставки выросли на 30%, то есть это был такой очень хороший сегмент, можно было покупать все, что было, и все равно очень хорошо заработать. Сейчас, наверное, такого ажиотажа уже нету за счет ухода части
иностранных компаний, но тем не менее склады остаются отличным сегментом, в котором можно заработать. Да, интересно, я тоже скажу, что я тоже инвестировал в ПНК Rental и могу подтвердить, что действительно доходность была достаточно хорошая, по крайней мере, вот в этот год предыдущий, который я, фактически уже год как там участвую до сих пор, да, соответственно, и все отчеты, которые управляющая компания выдавала, они, в общем-то, были по делу. Давай вот поговорим тогда как раз о том, что сейчас происходит с тенденциями. Вот все понимают, что сейчас происходит некая перестройка, в принципе, вообще рынка инвестиций, наверное, в России, да, в связи со всеми известными событиями, да. Вот как эти события сказываются на рынке коллективных инвестиций? Вот вы сейчас чувствуете, наоборот, приток или, наоборот, какое-нибудь ослабевание спроса со стороны инвесторов? Это хороший вопрос, потому что действительно сейчас большой, думаю, все рынки меняются, и инвестиционный рынок один из, наверное, главных, который меняется. Изначально, когда после февральских событий был небольшой такой ажиотаж, все скупали. Некоторые продавцы, наоборот, отказывались от сделок, говорили, что я не буду продавать, я лучше себе оставлю, завтра продам в 2 раза дороже, условно. А потом все подутихло, и люди были просто на паузе. То есть во всех инвестициях и в недвижимость, и фондовый рынок и так далее. Сейчас, учитывая, что фондовый рынок российский просел в 2 раза, облигации уже не дают двузначной доходности. Двузначную, наверное, не дают доходности под 20%, как это было в марте, например. И депозиты не дают такой доходности под 20%. Иностранные ценные бумаги либо заморожены, либо есть риск того, что их заморозят в ближайшее время. И в целом инвестиционных продуктов очень мало, куда может российский человек рубли проинвестировать. И как раз вот инвестиционные платформы и недвижимость – это два сегмента, которые практически, можно сказать, не пострадали от всех событий и остаются возможностью зарабатывать деньги, сохранить свой капитал и приумножить. Потому что, опять же, недвижимость, она во времена экономической нестабильности, во времена кризисов, она как минимум позволяет сохранить деньги, как максимум она защищает от инфляции, растет вместе с инфляцией, позволяет еще заработать. И вот мы делали, например, недавно выпускали статью по поводу кейса Ирана, как в Иране после самых жестких санкций до российских событий, как рынок недвижимости Ирана реагировал на все эти потрясения, и рынок недвижимости очень сильно вырос. И из всех инвестиционных активов у них фондовый рынок очень хорошо вырос, и недвижимость. Вот эти два инструмента позволяли людям сохранить деньги на фоне инфляции под 40%. Вот я думаю именно так же. И поэтому, собственно, деньги также инвестирую в недвижимость сейчас, потому что я, на самом деле, смотря на разные виды активов, я понимаю, что наверное, наиболее сейчас такая спокойная гавань, где можно как минимум не потерять, а еще лучше сохранить и, если повезет, приумножить, потому что все-таки я верю в тренд, что те капиталы, которые определенные, возвращаются в нашу страну или как минимум не уходят теперь из нашей страны по понятным причинам, они будут так или иначе искать инструменты, которые будут для них безопасны сейчас и не такие волатильные, не такие, скажем, высоко рискованные. Мне кажется, вот эта история, особенно с ритейлом, который отлично показал себя, с продуктовым ритейлом, еще если более конкретно, он отлично показал себя в пандемию, когда тоже была большая неопределенность, но люди, наоборот, стали больше кушать, потому что не было особенно возможности на что тратить деньги. И покупать алкоголь. И покупать алкоголь, да. Теперь похожая ситуация, люди просто стали меньше путешествовать, потому что закрыты направления многие, и, опять же, даже российские направления сейчас очень многие закрыты, и поэтому люди остаются многие в городе, и, соответственно, продолжают, и, насколько мне известно, сегменты такие, как средний сегмент, X5, они себя сейчас чувствуют очень хорошо. И тут на днях посмотрел, как акции X5 подскочили на очень неплохой процент. По-разному, в том числе из электронной коммерции, тоже она развивается. Но в целом супермаркеты вот эти последние несколько лет, как я этим увлекаюсь и занимаюсь, они меня только радуют. И я уверен, что этот сегмент, он и дальше, даже с учетом развития онлайна, все равно они будут, многие точки использоваться как хабы для доставки товаров, они все равно будут чувствовать себя довольно стабильно.
Вот. Тут еще, знаешь, вот можно для тех, кто хочет какой-то аналитики, там покопаться в деталях, есть такой прекрасный показатель сопоставимые продажи, like for like, который можно посмотреть в отчетности того же X5. Они разбивают, как у них чувствуют себя магазины. То есть это показатель, который показывает, как растут или падают продажи без учета открытия новых магазинов. То есть вот старые магазины, как они торговали в прошлом году и в этом году. И они разбивают по сегментам. Это гипермаркеты, это супермаркеты, это магазин у дома. Да, пятерочка. Да. То есть супермаркет – это перекресток, магазин у дома – это пятерочка. И можно посмотреть, как на протяжении прошлых лет себя чувствовали как раз разные форматы. И там очевидно видно, что гипермаркеты, они потихоньку, они либо в ноль, как бы не растут, либо потихонечку падают, потому что люди раньше ездили в гипермаркеты и за продуктами закупаться на неделю, и за каким-то non-food, то есть это какие-то там условно шины, одежда, еще что-то. Да, непродовольственные товары. Сейчас эти товары они заказывают в интернете, еду на неделю они тоже чаще всего, там, в Москве, например, да, заказывают в интернете, а вот супермаркеты и магазины у дома, куда люди заходят там вечером закупить продукты, которые не хватило там на сегодня-завтра, они чувствуют себя очень хорошо, у них сопоставимые продажи постоянно растут, поэтому вот в инвестиционных целях, да, лучше фокусироваться на такие вот сегменты, которые и растут, и в целом в кризис чувствуют себя стабильно, потому что действительно еда, лекарства это являются продуктами первой необходимости, на которых люди будут экономить в последнюю очередь. То есть люди могут не полететь отдыхать, люди могут не пойти там, в развлекательный центр, но как бы кушать хочется всем. Обязательно. На вот этой потрясающей ноте, что кушать хочется всем, мы перейдем ко второму блоку нашего интервью, где мы поговорим уже о Никите и о Simple Estate как о предпринимателе и как о бизнесе. Но перед тем, как мы начнем это обсуждать, я хочу попросить вас, всех, мои дорогие зрители, подписаться на канал, потому что я наблюдаю за ростом просмотров, и это очень приятно, что наши материалы нравятся, и вы их смотрите. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы также еще подписывались на наш канал, чтобы быть в курсе всегда новых интервью, которые мы выпускаем.